Друзья, приветствую вас, дневной обзор. Давайте рассмотрим, что происходит на рынке, какие движения и что ждать в ближайшее время. Так, друзья, давайте начнем с нефти, с рубля, доллара. Потом перейдем к российским акциям, к российскому фондовому рынку. Сейчас красивый максимум по нефти показали 57.57. Это недельный таймфрейм. От нас требуется всего ничего закрепиться выше 56.6 и несколько дней проторговаться, и тогда не за горами уже движение в район 60-61. Сейчас 13.27 по Москве. Если у нас закрытие происходит выше значения 57.1, это очень позитивный момент. В рамках дневной торговли это будет означать, что сегодня пойдет движение и выше, и вполне возможно даже будет достигнуто 60. Если сейчас здесь происходит откат, то мы уходим вот сюда, вот консолидироваться в диапазон 56.7, 57.2 и будем какое-то время здесь торговаться. Так, друзья, далее рубль-доллар, USD Tomorrow, вот, ну, сходили, потрогали 75-75, сейчас идет движение, цель этого движения потестить 76, 76.1, здесь будет либо пробой и движение с целью уйти отсюда на 76,5, 76,75. Или же, если здесь не будет пробития, мы развернемся и будем консолидироваться в диапазоне 75, 75, 76,1. Вот здесь будем болтаться. С одной стороны, завтра размещение ОФЗ, нефть выросла. Но с другой стороны, есть геополитические риски, которые в любой момент могут раскрыться. Они связаны как с Навальным, так и рядом с других моментов, очень тонких, которые протекают параллельно. Так, друзья, далее Сбербанк. Давайте рассмотрим сразу часовой таймфрейм. Но смотрите, у нас вот определилась сильная поддержка, сильный уровень, это 256,5. То есть мы его при естественных условиях не пробиваем. Если мы его пробиваем и закрепляемся, то Сбер начинает сыпаться и лететь в трам-тарары. Вот. Поскольку его удержали, то, соответственно, сейчас, на текущий момент, весьма вероятно, что сегодня у нас будет проторговка, диапазон 262-267. Вот здесь, судя по всему, движение наверх и пробой 267,2 не произошло, в силу там геополитических рисков и так далее и тому подобное. Не будем вдаваться в эти глубинные подробности. Вот, здесь сейчас, судя по всему, пойдет коррекционный откат. Цель этого отката 262,5. Я думаю, такое движение, оно наиболее вероятно на текущий момент. То есть Сбер достаточно мощно, сильно, уверенно себя чувствует, но расти ему пока не дают, поскольку рынки и так находятся на хаях. С другой стороны, как мы с вами видим, на 256,5 ему упасть тоже не дали. Так, друзья, далее Газпром. Ну, смотрите, по Газпрому достаточно интересная ситуация. У него есть локальная сильная поддержка, это 213. Вот 213, если мы удерживаем, если сейчас в результате коррекционного движения не пробьем, то отсюда нас ждет движение наверх. Первая цель пробить 216, и потом цель движения 218,3 и потом 224. Если здесь все-таки будет пробой 213, то мы отсюда сыпанемся на 212,2 и потом, возможно, на 208,5. Пока на текущий момент, все-таки, я думаю, вот этот вот откат, который здесь сформировался после утреннего роста столь сильного, наиболее вероятно он будет откуплен, если не произойдет никаких потрясений, и мы отсюда пойдем повыше. Так, друзья, далее Норильский никель. Ну, смотрите, здесь ситуация достаточно интересная по Норильскому никелю. Единственное, плохо то, что было пробито 25 тысяч. Вот то, что 25 тысяч пробили, это значит, что по бумаге весьма вероятно сформировался нисходящий тренд. Вот. Но опять же, если рассматривать движение в течение 1-2 дней, вот у нас локально есть уровень, который 24 700, 24 650, вот этот диапазон. Если этот диапазон в результате коррекционного движения не пробивается, то его здесь выкупает, и отсюда будет формироваться отскок, первая цель которого потестить 225 300, и в случае пробития этого значения отсюда возникает движение, цель которого
25 900 и потом 26 300. То есть, если рассматривать движение на дневках, то получается у нас как бы нисходящий тренд. Была попытка разворота, но нельзя по дневному таймфрейму сказать, что она подтверждена в полном объеме. Но тем не менее, часовой таймфрейм указывает на то, что пошел отскок. И судя по тому, что идет в часовиках, вполне вероятно, что вот этот вот отскок, он хотя бы до 25 900, а может быть и до 26 300 продлится. Так, друзья, далее вопрос был по Аэрофлоту. Ситуация по Аэрофлоту очень интересная. Она заключается в том, что хотя идут негативные данные о том, что авиасообщение надлежащим образом не восстанавливается, тем не менее он здесь сформировал разворотную формацию, и по этой разворотной формации у него цель движения на 75 тысяч. Но вот это движение, оно не произойдет, если пойдет откат и будет пробитие 68,8. 68,8, 68,6 это здесь некая магическая цифра, при пробитии которой развивается движение на 65, 65,5. Вот. Но здесь больше факторов указывает на то, что произошел разворот и будет движение наверх. Так, друзья, далее вопрос был по Интеррау. Смотрите, здесь интересная ситуация, потому что Интеррау начала расти. Вот его здесь отлили и пошла волна роста. Вот сейчас на текущий момент обозначился сильный уровень, это 5,3, он в общем-то и раньше фигурировал. Вот. Если не будет его пробития в результате коррекционных откатов, то у нас в самое ближайшее время цель движения по Интеррау находится на 5,4 и следующая цель 5,5. Вот. Но если здесь будет пробой, то мы уходим тестить локальное дно 5,24. Вот. Пока больше факторов указывает на то, что будет удержание в этом диапазоне и движение наверх. Но вы сами видите, какая волатильность и как все внезапно меняется на текущий момент. Так, друзья, далее Лукойл. По Лукойлу очень интересная ситуация. Здесь по Лукойлу произошел разворот. И на текущий момент развивается движение. Цель этого движения 5725, а потом 5950, ну 6000 для ровного счета. Вот, соответственно, здесь высока вероятность того, что это движение продолжится. Критерий того, что это движение не состоялось, это пробитие 5250. Вот этот уровень, если он берется, то, скорее всего, Лукойл начнут очень энергично продавать, и расти в ближайшее время он не будет. Вот, пока на текущий момент, если нефть хотя бы удерживается выше 56, высока вероятность движения к этому значению. Я бы даже сказал, она больше, нежели снижение. Но здесь надо понимать, что Лукойл торгуется на российском рынке, несет в себе риски российского эмитента. И кроме всего прочего, если начинается массовый корректоз, обвал всех рынков, но я его до весны не жду, посмотрим, прав я или нет в этом вопросе, то, соответственно, Лукойл тоже пойдет вниз. Но пока в большей степени движение куда-то наверх напрашивается. Но не куда-то, а вот сюда, к этим уровням. Так, друзья, ну вот вопрос был по Мечелу. Смотрите, по Мечелу отличная картинка. Здесь идет движение. Первая цель 76, потом 80. Это дневной таймфрейм. Соответственно, это движение, высока вероятность того, что оно произойдет. Вообще по Мечелу масса целей наверху. Я об этом ранее, еще там год-полтора назад неоднократно говорил. Если на текущий момент происходит коррекционный откат и пробитие 69, тогда это движение не срабатывает. Но на текущий момент больше всего указывает на то, что 76 и 80 мы в ближайшее время реализуем. Так, друзья, ну и вот Русгидро. По Русгидро интересная ситуация тоже. Здесь движение наверх. По Русгидро намечается. Единственное, что этому движению может помешать, это коррекционный откат и пробитие диапазона 77.83, 78.40. Вот если этот диапазон в результате отката пробивается, то этого движения на 80 копеек не будет. Но на текущий момент весьма вероятно, что пойдет движение на 79.27 и потом на 80, даже на 81. Здесь прямо такие вот набор позиций очень хороший произошел.
Ну и 4-часовой таймфрейм также по Русгидро подтверждает, что развивается движение, цель которого 81. В том случае, если не будет в результате отката пробить диапазон, который мы с вами сейчас обсудили на дневных таймфреймах. Все, друзья, спасибо за внимание, всего наилучшего.